Часть 2. Искусство сновидения. Глава 6. Потеря человеческой формы. Несколько месяцев спустя Лагурда поселилась в Аризоне после того, как помогла всем остальным осесть в различных районах Мексики. Затем мы приступили к разворачиванию самой странной и самой поглощающей части нашего ученичества. Сначала наши отношения были очень натянутыми. Мне было трудно перешагнуть через свои чувства по поводу того, каким образом мы расстались в парке Аламеда. Хотя Лагурда и знала местонахождение остальных, мне она ни разу ничего об этом не говорила. Она чувствовала, что мне ни к чему знать об их деятельности. Внешне между мной и Лагурдой все было нормально. Тем не менее, я чувствовал горький осадок из-за того, что в тот раз она встала на сторону остальных против меня. Я не подавал виду, но осадок все равно оставался. Я помогал ей и делал для нее все, как если бы ничего не случилось. Это был мой долг. Чтобы выполнить его, я с радостью пошел бы на смерть. Постепенно я начал посвящать ее во все тонкости современной городской жизни. Под моим руководством она даже начала изучать английский язык, причем ее успехи были просто поразительны. 3 месяца пролетели почти незаметно. Но однажды, когда я находился в Лос-Анджелесе, я проснулся на рассвете с невыносимой тяжестью в голове. Это не было головной болью. Скорее, это походило на сильное давление в ушах. Я чувствовал тяжесть также на висках и в горле. Я ощущал жар, но только в голове. Я сделал слабую попытку подняться и сел. Мелькнула мысль, что у меня должно быть удар. Поначалу мне хотелось позвать на помощь, но я все же как-то успокоился и попытался преодолеть страх. Через некоторое время давление начало спадать в голове, но усилилось в горле. Я задыхался, хрипел и кашлял. Спустя некоторое время давление постепенно переместилось на грудь, затем на живот в область паха, пока, наконец, через стопы не ушло из тела. Происходившее со мной, чем бы оно ни было, длилось примерно 2 часа. В течение этих мучительных часов казалось, будто что-то внутри моего тела действительно движется вниз, выходя из меня. Мне чудилось, что это нечто сворачивается наподобие ковра. Другое сравнение, пришедшее мне в голову, шарообразная масса, передвигающаяся внутри тела. Первый образ все же был точнее, так как более всего это походило на что-то сворачивающееся внутри самого себя, подобно скатываемому ковру. Оно становилось все тяжелее и тяжелее, отсюда и нарастающая боль, ставшая почти нестерпимой в коленях и ступнях. Особенно в правой ступне, которая оставалась очень горячей еще с полчаса после того, как боль и давление полностью исчезли. Лагурда, услышав мой рассказ, сказала, что на этот раз я, несомненно, потерял человеческую форму, сбросив все щиты, или, по крайней мере, большинство из них. Она была права. Но, отдавая себе отчет в том, что произошло, я оказался в совершенно незнакомом состоянии. Я чувствовал себя отрешенным, не ощущающим воздействия извне. Теперь уже не имело значения, как поступила со мной Лагурда. Это не означало, что я простил ее за предательство, просто чувство было таким, как будто никакого предательства и не было. Во мне не осталось никакой ни явной, ни скрытой неприязни к Лагурде или кому-нибудь другому. То, что я ощущал, не было апатией или желанием побыть одному. Скорее, это было незнакомое чувство отстраненности, способности погрузиться в текущий момент, не думая ни о чем другом. Действия людей больше не влияли на меня, потому что я вообще ничего не ждал. Странный покой стал руководящей силой моей жизни. Я чувствовал, что каким-то образом все-таки воспринял одну из концепций жизни воина – отрешенность. Лагурда сказала, что я сделал больше, чем воспринял ее. Я фактически ее воплотил. Дон Хуан не раз говорил мне о том, что когда-нибудь я добьюсь этого. Он утверждал, что сама по себе отрешенность еще не означает мудрости, тем не менее является преимуществом, позволяя воину мгновенно переоценивать ситуацию и пересматривать свою позицию. Чтобы пользоваться этим дополнительным преимуществом адекватно и правильно, необходимо, однако, говорил он, чтобы воин непрестанно сражался за свою жизнь. Я не рассчитывал когда-либо испытать это чувство. Насколько я мог судить, не было способа симпровизировать его. Мне было бесполезно думать о преимуществах этого чувства или рассуждать о возможности его появления. В течение тех лет, что я знал Дона Хуана,
Я явно испытывал постепенное ослабление внешних связей с миром. Но это происходило в интеллектуальном плане. В своей повседневной жизни я не изменился, до тех пор, пока не потерял свою человеческую форму. Я беседовал с Лагордой о том, что смысл концентрации потери человеческой формы по-настоящему открывается ученику лишь тогда, когда он достигает определенного порога в ходе обучения. Во всяком случае, для меня и Лагорды потеря человеческой формы привела не только к возникновению глубинного чувства отрешенности, но и послужила ключом к решению нашей неясной задачи по восприятию. И в этом случае интеллект сыграл минимальную роль. Однажды вечером мы с Лагордой обсуждали кинокартину. Она ходила смотреть порнографический фильм, и мне хотелось услышать ее мнение. Фильм ей совершенно не понравился. Она утверждала, что такой опыт расслабляет, тогда как быть воином означает вести сдержанную жизнь в полном целомудрии, как Нагваль Хуан Матус. Я сказал ей, что Дон Хуан не чуждался женщин и не был затворником, что я знаю это точно и нахожу это великолепным. «Ты безумец!» — воскликнула она с изумлением в голосе. Нагваль был совершенным воином. Он не был пойман ни в какие сети чувственности. Она хотела узнать, почему я считаю, что Дон Хуан не был целомудренным. Я рассказал ей об одном случае, который произошел в Аризоне еще в начале моего ученичества. Однажды я отдыхал в доме Дона Хуана после утомительной прогулки. Дон Хуан выглядел странно нервным. Он часто подходил к двери, чтобы выглянуть на улицу, и, казалось, кого-то ждал. Затем он внезапно сказал мне, что из-за поворота дороги только что показалась машина и направляется к его дому. Смутившись, он пояснил, что эта девушка, его друг, везет ему одеяло. Я никогда не видел Дона Хуана растерянным. Меня огорчило, что он так взволнован, что даже не знает, как поступить. Мне показалось, что он не хотел моей встречи с этой девушкой. Я предложил ему спрятать меня, но в его доме не было ни одного укромного места. Поэтому он уложил меня на пол и укрыл соломенной циновкой. Я услышал, как подъехала машина, затем через щелку в циновке увидел девушку, стоявшую в дверях. Она была высокой, стройной и очень молодой. Мне она показалась очень красивой. Дон Хуан что-то говорил ей тихим, интимным голосом. Затем он повернулся и показал на меня. «Карлос прячется под циновкой», — сказал он девушке громко и отчетливо. «Поздоровайся с ним». Девушка помахала мне рукой и поздоровалась с дружелюбной улыбкой. Я чувствовал себя очень глупо и сердился на Дона Хуана за то, что он поставил меня в такое затруднительное положение. Мне казалось очевидным, что таким образом он избавляется от своей нервозности или, того хуже, красуется передо мной. Когда девушка уехала, я сердито потребовал объяснений. Он ласково сказал, что был вынужден так поступить, потому что мои ноги торчали наружу, и он не знал, что тут еще можно предпринять. Когда я услышал это, его маневр стал мне ясен. Он просто показывал мне свою молодую подружку. Я никак не мог высовывать ноги, так как они у меня были поджаты. Я понимающе рассмеялся, и Дон Хуан вынужден был объяснить, что он любит женщин, а особенно эту девушку. Я никогда не забывал об этом инциденте. Дон Хуан ни разу не обсуждал его. Когда бы я не поднимал этот вопрос, он всегда меня останавливал. Я чуть ли ненавязчиво думал об этой молодой девушке. Я надеялся, что когда-нибудь она разыщет меня, прочитав мои книги. Лагорда разволновалась. Пока я говорил, она ходила по комнате взад-вперед, чуть не плача. Я воображал всякого рода сложные сети взаимоотношений, которые оказались здесь затронутыми. Я думал, что Лагорда собственница и реагирует, как всякая женщина, когда ей угрожает другая. «Ты ревнуешь, Гордо?» — спросил я. «Не будь дураком», — сказала она сердито. «Я бесформенный воин. Во мне не остается ни зависти, ни ревности». Я спросил о том, правду ли говорили Хинарас, будто Лагорда была женщиной Нагваля. Ее ответ был едва слышен. «Я думаю, что была», — сказала она с затуманенным взглядом и села на кровать. «У меня такое ощущение, что я была ею, хотя я и не знаю, как это могло случиться. В этой жизни Нагваль Хуан Матус был для меня тем же, чем и для тебя. Он не был мужчиной, он был Нагвалем. У него не было интереса к сексу». Я заверил ее, что сам слышал, как Дон Хуан выражал свою привязанность к этой девушке. «Он говорил тебе, что у него с ней интимные отношения?» «Нет, так он не говорил, но это явствовало из того, что он говорил», — сказал я. «Тебе бы хотелось, чтобы Нагваль походил на тебя, не так ли?» — спросила она с издевкой.
Нагваль был безупречным воином. Я считал, что прав, и не видел необходимости пересматривать свое мнение. Просто чтобы поддеть Лагорду, я сказал, что, может быть, та девушка была ученицей Нагваля, а не любовницей. Последовала длинная пауза. То, что я сам сказал, оказало на меня беспокоящее воздействие. До сих пор я никогда не думал о такой вероятности. Я был зашорен своим предвзятым мнением, не оставив себе никакой возможности для его переоценки. Лагорда попросила меня описать эту молодую женщину. Я не мог этого сделать. В самом деле, я не присматривался к ней. Я был слишком сердит и раздражен, чтобы разглядывать детали. Она же, казалось, почувствовала неловкость ситуации и поспешила покинуть дом. Лагорда сказала, что она без всяких на то логических оснований чувствует, что эта молодая женщина была ключевой фигурой в жизни Нагваля. Ее заявление привело нас к разговору о друзьях Дона Хуана. Мы долго пытались собрать по крупицам сведения о людях, связанных с ним. Я рассказал ей о нескольких случаях, когда Дон Хуан приглашал меня участвовать в пиетной церемонии. Я описал всех присутствовавших там, кого помнил. Она никого не узнала. Тогда я сообразил, что знаю, может быть, больше людей, связанных с Доном Хуаном, чем она. Однако что-то из сказанного мною вызвало у нее воспоминания о том времени, когда она видела, как молодая женщина подвозила Нагваля и Хенаро в небольшом белом автомобиле. Женщина высадила их обоих у дверей дома Лагорды и пристально посмотрела на нее перед тем, как уехать. Лагорда подумала тогда, что молодая женщина просто подбросила Нагваля и Хенаро по их просьбе. Потом я вспомнил, что, выбравшись из подциновки в доме Дона Хуана, успел разглядеть белый Volkswagen, уезжающий прочь. Я упомянул также о случае с участием еще одного друга Дона Хуана, человека, давшего мне несколько растений пиота на городском базаре в Северной Мексике. Он тоже годами занимал мое воображение. Звали этого человека Висенте. Услышав это имя, Лагорда отреагировал так, как будто был задет ее нерв. Ее голос изменился. Она попросила повторить имя и описать этого человека. И опять я не мог дать никакого описания. Я видел этого человека только однажды, в течение нескольких минут, 10 лет назад. Мы с Лагордой прошли через периоды злости, но злились мы не друг на друга, а на то, что держало нас закрытыми. Последний инцидент, связанный со вполне законченным воспоминанием, произошел однажды, когда я простудился и оставался в постели с легким насморком и лихорадкой. Мысли бесцельно мелькали в моей голове. Весь день у меня в голове вертелась мелодия одной мексиканской песни. В какой-то момент мне почудилось, что кто-то играет эту мелодию на гитаре. Я пожаловался на ее монотонность, а тот, кто играл и кому я жаловался, толкнул меня гитарой в живот. Я вскочил, уклоняясь, и, стукнувшись головой о стену, проснулся. Это было живым сном, только мотив все еще преследовал меня. Я не мог забыть звука гитары, он продолжал звучать у меня в ушах. Я пребывал в полусонном состоянии, прислушиваясь к музыке. Казалось, я входил в состояние сновидения. Полная и продолжительная сцена сновидения появилась перед моими глазами, и в этой сцене рядом со мной сидела молодая женщина. Я мог различить каждую деталь ее внешности. Я не знал, кто она, но то, что я ее вижу, потрясло меня. В один момент я полностью проснулся. Беспокойство, которое вызвало у меня это лицо, было таким интенсивным, что я поднялся и совершенно автоматически стал ходить взад и вперед, обливаясь потом и боясь выйти из комнаты. Я также не мог позвать на помощь Лагорду, уехавшую на несколько дней в Мексику, чтобы навестить Хосефину. Чтобы стянуть талию, я обвязался простыней. Это помогло немного утихомирить прокатывавшиеся во мне волны нервной энергии. По мере того, как я расхаживал по комнате, картина в моем уме постепенно расплывалась, переходя, однако, не в спокойное забытье, как бы мне хотелось, а в полноценные воспоминания. Я вспомнил, как однажды сидел на каких-то мешках с зерном, наваленных на складе. Молодая женщина пела мексиканскую песню, аккомпанируя себе на гитаре. Это была та самая песня, которая звучала у меня в голове. Там со мной сидели и другие люди, Лагорда и 3 мужчин. Я очень хорошо знал этих мужчин, но все еще не мог вспомнить, кто была эта женщина. Я старался изо всех сил, но, казалось, это было безнадежно. Я улегся спать, обливаясь потом. Я хотел немного отдохнуть, прежде чем снять мокрую пижаму. Как только я положил голову на высокую подушку, картина, казалось, еще более прояснилась,
И теперь я уже знал, кто играет на гитаре. Это была женщина Нагваль, самое значительное существо на земле для меня и Лагорды. Она была женским аналогом Нагваля мужчины, не жена и не женщина его, а его противоположная часть. Она обладала спокойствием и властью подлинного лидера. Будучи женщиной, она в сущности выненчила нас. Я не осмеливался слишком далеко подталкивать свою память. Интуитивно я знал, что у меня не хватит сил выстоять перед полным воспоминанием, поэтому остановился на уровне абстрактных чувств. Я знал, что она была воплощением нашей чистейшей, ничем не замутненной и глубокой привязанности. Пожалуй, наиболее подходящим было бы сказать, что мы с Лагордой любили женщину Нагваля больше жизни. Что такое могло случиться с нами, что мы забыли ее? Ночью, лежа в постели, я настолько разволновался, что стал опасаться за свою жизнь. Я начал напевать какие-то слова, ставшие для меня направляющей силой. И лишь когда я успокоился, то вспомнил, что и сами слова, которые я повторял вновь и вновь, были воспоминанием, вернувшимся ко мне той ночью. Воспоминания о формуле, способной провести меня через преграду, подобную той, с которой я столкнулся. Я уже отдан силе, что правит моей судьбой. Я ни за что не держусь, поэтому мне нечего защищать. У меня нет мыслей, поэтому я увижу. Я ничего не боюсь, поэтому я буду помнить себя. Эта формула имела еще одну строфу, которая в то время была для меня непонятной. Отрешенный с легкой душой, я проскочу мимо орла, чтобы стать свободным. Моя болезнь и лихорадка, возможно, послужили своего рода буфером, который частично ослабил воздействие того, что я вызывал, или скорее того, что нашло на меня, так как сам я намеренно не вызывал ничего. Вплоть до той ночи, если бы существовало поминутное описание моего опыта, я мог бы поручиться за непрерывность своего существования. Отрывочные воспоминания, которые были у меня о Лагорде или о том, что я жил в том горном домике в Южной Мексике, в определенном смысле представляли угрозу моей непрерывности. Однако это не шло ни в какое сравнение с воспоминанием о женщине Нагваль. И не столько из-за тех эмоций, которые принесло это воспоминание, сколько из-за того, что я ее забыл. Забыл не так, как забывают имя или мотив. До момента откровения в уме у меня не было о ней ничего. Потом что-то нашло на меня или что-то с меня свалилось. И я стал вспоминать самого важного для меня человека, которого с точки зрения я, образованного опытом моей жизни, предшествующей этому моменту, я никогда не встречал. Я вынужден был ждать еще 2 дня до возвращения Лагорды, прежде чем смог рассказать ей о своем воспоминании. Лагорда вспомнила женщину Нагваль в тот же момент, как я ей описал. Ее сознание каким-то образом зависело от этого. «Девушка, которую я видела в белом автомобиле, была женщина Нагваль», — воскликнула Лагорда. «Она возвратилась ко мне, но я не могла тогда ее вспомнить». Я слышал слова и понимал их значение, но потребовалось долгое время, чтобы мысль сфокусировалась на том, что она говорила. Я не мог сосредоточиться. Казалось, у меня перед глазами поставлен источник света, который медленно угасал. У меня было ощущение, что если я не остановлю это угасание, то умру. Внезапно я ощутил рывок и понял, что сложил вместе 2 части меня, разделенные прежде. Я понял, что молодая девушка, которую я увидел тогда в доме Дона Хуана, была женщина Нагваль. В этот момент эмоционального подъема Лагорда ничем не могла помочь мне. Ее настроение было заразительным. Она плакала, не переставая. Эмоциональное потрясение от воспоминания о женщине Нагваль было для нее травмирующим. «Как я могла ее забыть?» — всхлипывала она. Я уловил оттенок недоверия в ее взгляде. «Ты не имел представления о ее существовании, ведь так?» — спросила она. При любых других обстоятельствах я счел бы вопрос неуместным, даже оскорбительным, но я точно так же недоумевал по поводу нее. Мне пришло в голову, что она, возможно, знала больше, чем говорила. «Нет, не знал», — ответил я. «Но как насчет тебя, Лагорда? Ты знала, что она существует?» На ее лице была такая невинность и такое замешательство, что мои сомнения рассеялись. «Нет», — ответила она, — «до сегодняшнего дня не знала. А теперь совершенно определенно знаю, что я часто сидела с ней и Нагвалем
на скамейке на той площади в Оахаке. Я всегда помнила об этом, помнила ее черты, но считала, что видела все это во сне. Я все знала и в то же время не знала. Но почему я думала, что это был сон? На секунду я поддался панике. Потом у меня появилась полная уверенность в том, что по мере того, как она говорит, в моем теле открывается канал. И вдруг мне стало ясно, что я тоже часто сидел с ней и Доном Хуаном на той самой скамейке. Я вспомнил и ощущение, которое каждый раз посещало меня в таких случаях. Это было такое чувство физической удовлетворенности, счастья и полноты, что его невозможно было вообразить. Я думал о том, что Дон Хуан и женщина Нагваль были совершенными существами, и находиться в их обществе действительно моя большая удача. Сидя на этой скамейке, рядом с самыми выдающимися людьми на земле, я испытывал, пожалуй, наивысшую степень своих человеческих чувств. Однажды я сказал Дону Хуану, что, имея в виду, что хотел бы тут же и умереть, чтобы сохранить это чувство чистым, незапятнанным, свободным от искажений. Я рассказал о своем воспоминании Лагорде. Она ответила, что понимает, что я имел в виду. Секунду мы были спокойны, а затем груз наших воспоминаний опасно повел нас в сторону печали и отчаяния. Мне пришлось удерживать необыкновенно сильный контроль за собой, чтобы не заплакать. Лагорда всхлипывала, прикрыв лицо рукой. Через некоторое время, когда мы немного успокоились, Лагорда уставилась мне в глаза. Я знал, о чем она думает. Это были те же вопросы, которые и меня донимали целыми сутками. Кто была женщина Нагваль? Где мы ее встретили? Какова ее роль? Знают ли о ней остальные? Я как раз хотел сформулировать свои вопросы, но Лагорда опередила меня. «Я действительно не знаю», — сказала она, поймав меня на том же вопросе. «Я рассчитывала, что ты скажешь мне все это. Не знаю почему, но я чувствую, что ты можешь объяснить мне, что к чему». Она рассчитывала на меня, а я на нее. Я попросил ее сообщить мне все, что она помнит о женщине Нагваль. Лагорда сделала 3 или 4 попытки что-нибудь сказать, но никак не могла собраться с мыслями. «Я в самом деле не знаю, с чего начать», — сказала она. «Знаю только, что люблю ее». Я сказал, что испытываю такие же чувства. Неземная печаль охватывала меня, когда я думал о женщине Нагваль. Пока я говорил, тело мое начало содрогаться. «Мы с тобой любили ее», — сказал Лагорда. «Не знаю, почему я это говорю, но знаю, что она владела нами». Я попросил ее объясниться, но она не смогла определить, почему она так сказала. Я больше не мог уделять ей внимания, так как ощутил пульсацию в солнечном сплетении. Начало формироваться смутное воспоминание о женщине Нагваль. Я попросил Лагорду говорить, хоть повторяя одно и то же, если ей будет нечего сказать, но только не замолкать. Звук ее голоса действовал на меня как проводник в другое измерение, в другой вид времени. Как будто кровь бежала по моим жилам под необычайным давлением. Я почувствовал покалывание со всех сторон, а затем возникло странное воспоминание на уровне тела. Мое тело знало, что женщина Нагваль была существом, делающим комплекс Нагваля цельным. Она приносила Нагвалю мир, полноту, чувство защищенности, освобожденности. Я сказал Лагорде, что у меня было откровение, что женщина Нагваль была партнером Нагваля. Лагорда взглянула на меня с изумлением. Она медленно покачала головой из стороны в сторону. «Она никак не связана с Нагвалем Хуаном Матусом Болван», — сказала она чрезвычайно авторитетным тоном. «Она была для тебя. Вот почему мы оба принадлежим ей». Мы с Лагордой уставились друг на друга. Я был уверен, что она непроизвольно высказывает мысли, которые для нее самой ничего не означают в рациональном отношении. «Что ты имеешь в виду, Лагорда?» — спросил я после длительного молчания. «Она была твоим партнером», — ответила она. «Вдвоем вы составляли единую пару. А я была ее подопечной, и она доверила тебе однажды передать меня ей». Я просил Лагорду рассказать мне все, что она знает, но она, казалось, больше не знала ничего. Я чувствовал себя измотанным. «Куда она делась?» — внезапно спросила Лагорда. «Я просто не могу себе представить. Она была с тобой, а не с Нагвалем. Она должна была бы быть сейчас с нами». Потом с ней опять случился приступ неверия и страха. Она обвинила меня, что я скрываю женщину Нагваля в Лос-Анджелесе. Я пытался успокоить ее,
и вдруг с удивлением обнаружил, что разговариваю с Лагордой как с ребенком. Она слушала меня с видимым вниманием, однако глаза ее были пусты. Тогда мне стало ясно, что она использует звук моего голоса точно так же, как использовал я ее голос, как проводник. Я знал, что и она осознает это. Я продолжал говорить, пока не исчерпал все в пределах нашей темы. Тут что-то еще произошло, и я оказался наполовину прислушивающимся к звукам собственного голоса. Я говорил, обращаясь к Лагорде, но без всякого волевого усилия с моей стороны. Слова, которые, казалось, были запечатаны внутри меня, а теперь освободились, достигли небывалого уровня абсурдности. Я говорил и говорил, пока что-то не остановило меня. Я вспомнил, что Дон Хуан говорил мне и женщине Нагваль на скамейке в Оахаке об особом человеческом существе, чья сущность объединяет для него все, на что он только мог рассчитывать, и чего мог ожидать от сотрудничества с людьми. Эта женщина была для него тем же, чем и женщина Нагваль для меня, партнером противоположной частью. Она покинула его точно так же, как меня покинула женщина Нагваль. Его чувства по отношению к ней были неизменными, и, всплывая на поверхность от меланхолии, вызванной некоторыми стихами, которые я ему читал. Я вспомнил также, что женщина Нагваль обычно снабжала меня книгами стихов. Она держала их целыми пачками в багажнике моей машины. Именно она побудила меня читать стихи Дону Хуану. Внезапно физическая память о женщине Нагваль, сидящей со мной на скамейке, стала такой явственной, что я ахнул и задохнулся. Давящее чувство утраты, более сильное, чем любое чувство, которое я когда-либо испытывал, завладело всем моим существом. Я согнулся с разрывающейся болью в правой лопатке. Было что-то еще, чего я не знал. Воспоминание, которое какая-то часть меня не хотела открыть. Я обратился к тому, что осталось от моего интеллектуального щита, как к единственному средству вернуть здравый смысл. Я повторял себе вновь и вновь, что мы с Лагордой действовали в двух совершенно различных планах. Она помнила намного больше, чем я, но она не была склонна к выражениям, ее не обучали задавать вопросы другим или себе. Затем до меня дошло, что и сам я не лучше. Я все еще был такой же размазнёй, как и тогда, когда Дон Хуан впервые назвал меня так. Я никогда не забывал, что я читал стихи Дону Хуану. И, тем не менее, мне ни разу не пришло в голову проверить тот факт, что у меня никогда не было книг испанской поэзии, и я никогда не возил таких книг в машине. Лагорда прервала мои размышления. Она была почти в истерике и кричала, что ей только что стало ясно, будто женщина Нагваль должна быть где-то совсем рядом с нами. Точно так же, как мы были оставлены, чтобы найти друг друга, женщина Нагваль была оставлена, чтобы найти нас. Сила ее уверенности почти убедила меня. Однако что-то во мне знало, что это не так. Это была память, находившаяся внутри меня, которую я не смел вывести на поверхность. Я хотел затеять с Лагордой спор, но не нашел в этом смысла, так как мой путь интеллекта и слов был недостаточен для того, чтобы я мог принять на себя набор воспоминаний о женщине Нагваль. Их эффект был потрясающим для меня и более опустошающим, чем даже страх смерти. Женщина Нагваль где-то потерпела кораблекрушение, мягко сказала Лагорда. Она, вероятно, на необитаемом острове, а мы ничего не делаем, чтобы помочь ей. «Нет-нет», — заорал я, — «ее больше здесь нет». Я не знал в точности, почему я так сказал, но знал, что это правда. На минуту мы погрузились в такие глубины печали, которые невозможно было измерить рассудком. В первый раз на моей памяти я знал, что чувствую искреннюю безграничную печаль, ужасную незавершенность. Где-то внутри меня пребывала женщина, которая была открыта заново. На этот раз я уже не мог спрятаться за покровом загадки и незнания, как столько раз делал это в прошлом. Не знать было бы для меня благословением. В какую-то секунду я безнадежно соскальзывал в смятение. Лагорда остановила меня. «Воин — это тот, кто ищет свободу», — сказала она мне. «Печаль — это не свобода. Мы должны освободиться от нее». Иметь чувство отрешенности, как говорил Дон Хуан, значит располагать на мгновение паузой для переоценки ситуации. В глубинах своей печали я знал, что он имел в виду. У меня была отрешенность. В моей власти было использовать эту паузу правильно.
Я не был уверен, сыграло ли здесь роль какое-нибудь волевое усилие с моей стороны, но моя печаль совершенно исчезла. Казалось, ее больше не существовало. Скорость изменения моего настроения была мгновенной, и полнота этого изменения встревожила меня. «Вот теперь ты там, где и я», — воскликнула Лагорда, когда я описал ей то, что произошло. «После стольких лет я еще не научилась бороться с бесформенностью. Я беспомощно перемещаюсь от одного чувства к другому. Из-за своей бесформенности я могу помочь сестричкам, но я также и в их власти. Любая из них достаточно сильна, чтобы толкнуть меня из одной крайности в другую. Проблема была в том, что я потеряла человеческую форму раньше тебя. Если бы мы с тобой потеряли ее одновременно, то могли бы помогать друг другу. Ну а в той ситуации, что была, я переходила то вверх, то вниз, быстрее, чем могла запомнить. Я должен признаться, что ее слова о собственной бесформенности всегда вызывали у меня сомнения. В моем понимании, потеря человеческой формы влекла за собой как необходимое следствие прежде всего постоянство характера, которым она в свете ее постоянных подъемов и спадов явно не обладала. Из-за этого я судил ее резко и несправедливо. Потеряв свою человеческую форму, я теперь находился в таком положении, когда можно было понять, что бесформенность является, по крайней мере, разрушителем здравого смысла. Здесь не действует никакая автоматическая эмоциональная сила. Быть отрешенным, способным погружаться во все, что делаешь, естественно, охватывает все, включая непостоянство и даже саму мелочность. Преимущество бесформенности в том, что она дает нам мгновенную паузу при условии, что мы имеем необходимую самодисциплину и мужество, чтобы воспользоваться ею. Наконец-то поведение Лагорды в прошлом стало понятно мне. Она уже несколько лет была бесформенной, но не имела необходимой самодисциплины. Таким образом, она оказывалась во власти резких перепадов настроения и невероятного несоответствия между ее поступками и ее задачами. После наших первоначальных воспоминаний о женщине Нагваль мы с Лагордой объединили наши усилия и целыми днями пытались вывести на поверхность еще какие-нибудь воспоминания, но их как будто больше не было. Я догадывался, что во мне должно быть похоронено еще очень многое, но не мог до этого добраться. Мой ум был свободен даже от самых смутных намеков на еще какие-нибудь забытые события. Мы с Лагордой прошли через период ужасного смятения и сомнений. В нашем случае быть бесформенным означало подвергаться приступам самого глубокого неверия, какое только возможно. Мы чувствовали себя подопытными морскими свинками в руках Дона Хуана, существа предположительно похожего на нас, о котором мы действительно ничего не знали. Мы накачивали друг друга сомнениями и страхами. Самой серьезной темой была, конечно, женщина Нагваль. Когда мы фокусировали на ней свое внимание, наша память о ней становилась настолько четкой, что мы не могли представить, как мы умудрились забыть ее. Это вновь и вновь провоцировало рассуждение о том, что же в действительности с нами сделал Дон Хуан. Предположения очень легко приводили нас к чувству, что мы были использованы. Мы приходили в ярость от неизбежного вывода, что он нами манипулировал, оставив затем беспомощными и неизвестными самим себе. Когда наша ярость выдохлась, нас начал охватывать страх, ведь мы были лицом к лицу с пугающей возможностью того, что Дон Хуан мог сделать с нами еще более разрушительные вещи.